day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. Feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feel it, you remember one day, start to love. Yes, girl, yes, I love you more than me. And always touch my lips and darkest picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. I remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. Feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feel it, you remember one day, start to love. Yes, girl, yes, I love you more than me. And always touch my lips and darkest picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. I remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. Feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feel it, you remember one day, start to love. Yes, girl, yes, I love you more than me. And always touch my lips and darkest picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. I remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. Feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feel it, you remember one day, start to love. Yes, girl, yes, I love you more than me. And always touch my lips and darkest picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. I remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. Feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feel it, you remember one day, start to love. Yes, girl, yes, I love you more than me. And always touch my lips and darkest picture. You can remember, kiss you, kiss you, kiss you again. I remember one day,
Так, всем привет. Привет, Жорик. Сразу вижу. Так, сегодня мы сейчас Сегодня я хочу поиграть в кейс Animatronics 2. Выживание. Я ее как раз купил по скидке, из-за этого я как раз в ней хотел сыграть. Там было по скидке вроде бы 80%. Наверное, зря сюда нажал. Ай. Так, сначала... Ваш прогресс будет утерян. Вы уверены? Да. Я просто начинал для проверки. Сейчас будем играть. Ребятки. Мэтью, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Привет, Джек. Прости, но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем, ты его уже не увидишь. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью! Он стал слишком быстро. Я еще не изменить. Ладно, мышку тогда изменю. Так, это будет лучше. Поехали. Кружка. Кружка с котом. Так, у вас не громко? Понял, сейчас. Так, сейчас я изменю тогда. Это она громко у вас будет. Так. А так не будет громко? Ты не проверял. Сильно. Не знаю сейчас. Так. Ну, вроде нормально. Думаю, вам будет хватать. Угу. Господи. О, это я. Любимые туалеты. Я, кстати, для полного погружения еще включил на максимум звук. Довольно жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет? Надеюсь. У вас сохранение. Откуда здесь эта яма? Безумие какое-то. Ну, сюда вроде. О, да. Я, конечно, все понимаю, но это выглядит дерьмово. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. Итак, система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Ха! Того и глядишь, с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. Конечно. Это все хорошо, но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Сейчас код должен нарисовать. Что не так с этой игрушкой?
Успел. Вот она дверь. Мне надо сейчас проскочить, когда она отвернется. Она там просмотрит на дверь. И шанс, что он... может меня увидеть. Он меня не заметил. Пожалуй, запру дверь. А, на месте. Знаешь, Да? Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Отлично. Похоже, он обесточил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать. Это что? Челюсть? Боже, что тут вообще творится? Вот я немного не понимаю, как тут работает. Угу. Система движения, камера. Ну да, прикольная челюсть. О, привет, артист. Да, уйди с этой. О. Не открывается. Монетка, обязательно. Мне нужно найти ключи или что-то, чем я могу вскрыть дверь. Хоть и не ключи, но и это Господи. сгодится, чтобы вскрыть дверь. Понял. Хорошо. Сейчас. Ага. О. Ауч. А. Слишком сильный писк. Не уша ждала. Жду тебя на складе. Ага. А универсальный пропуск я дал Мэтью. У начальника склада должен лежать дубликат ключ-карты. Надо проверить его стол. Ага, понял. Жить тогда. Господи, он задыхается так. Странно. Я к темечкам не пойду. Ага, вот и ключ-карта наша. Берем. С появлением новых гаджетов многие мнят себя фотографами и снимают себя повсюду. В лифте, в туалетах или еду. Раньше было лучше. Ауч. Флешбеки. Ха. Прикольно. Ключ-карта.
Тихо, 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 кот, 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 кот. Давай мирно все обсудим, не надо. Картина. Мэтью, какого черта? Мне А из-за куда тебя меня придется перекинуло? больничный брать. Алло. Привет, А Джек. чё меня так сильно Прости, откинуло? но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Что с моим напарником? Забудь о нем, ты его уже не увидишь. А чё меня так закинуло Это далеко? что, шутка? Что тебе Я с самого нужно? начала начал, алло. То, что ты отнял у меня, Где уже сохранение? не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Отстань. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью. Довольно жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет? Откуда здесь это? Безумие какое-то. Итак, система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Я, конечно, все понимаю, но это выглядит дерьмово. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. Ну и? Того и глядишь, с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. Это все хорошо, но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Что не так с этой игрушкой? Ага, успел. Пожалуй, запру дверь. Знаешь, Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Отлично. Похоже, я обесточил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. И? Уходи. Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать нужные мне двери. Мне нужно найти ключи. Или что-то, чем я могу вскрыть дверь.
Это что? Челюсть? Боже, что тут вообще творится? Ящик, откуда я брал, закрыт. Вот, он тут закрыт. Алло. Но она не открывается теперь. Теперь она не открывается. Мне это нравится. Угу. Спасибо. Монетку заберу. Потому что я могу. И опять что-то ерунда. Чем мне по-вашему делать? Она не открывается. Мне ее надо открыть, но она не открывается. Хорошо. Последнее сохранение. Давай, с последнего сохранения начну. Мэтью, какого черта? Мне из-за тебя придется больничный брать. Привет, Ну, мы Джек. только что это проходили, Прости, нет? но Мэтью отсутствует. Кто ты такой? Мне нравится. Ихам. Забудь о нем, ты его уже не увидишь. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Выйти в главное меню. А не знаю, что делать, но сохранение она не сохраняется. И вообще Россия не сохраняется. Вот даже, видите, даже загрузки нету. Новая игра, эпизод 1. Нет. Да ну история. Не надо. Зачем я опять нажал на это? Ай. Эпизод 1. Нет, и ничего тут. Нет, ничего. Интересная игра. Вроде бы нет, у меня показывает, что у меня идет пока что игра. То Что есть с у моим меня вроде нормальный напарником? пинг у моего стрима. Забудь о нем, ты его уже не увидишь. Это что, шутка? Что тебе нужно? То, что ты отнял у меня, уже не вернешь. Последствия твоего преступления тебя и погубят. Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью! Довольно жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет? Откуда Вот, здесь сохранение эта пошло. яма? Безумие какое-то. Я не уверен, что это хорошая идея. В конце концов, это не входит в мои обязанности. Вот именно. Я, конечно, все понимаю, но это выглядит дерьмово. Нужно вернуться в кабинет и звонить копам. Но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет. Я сейчас смотрю через свой телефон, у меня FPS вроде нормальный. У меня вообще не падает он на телефоне. О, все, тогда хорошо. Не знаю, как я это починю, но я починю это. Итак,
Система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Понял. Того и глядишь, с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. Обязательно. Активируйте опять. Опять. Это все хорошо, но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Что не так с этой игрушкой? Не встаем, пойдем дальше. Не знаю. Наверное, если ты говоришь, Жорик. Где он находится? А, и хрен его знает. А, вот он находится, вижу. Пожалуй, запру дверь. Знаешь, Согласен. Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Отлично. Похоже, я обесточил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать нужные мне двери. Мне нужно найти ключи или что-то, чем я могу вскрыть дверь. Ну, понятно. Дальше что? Дальше идем исследовать. Хоть Во. и не ключи, но и это сгодится, чтобы вскрыть дверь. Открыл. Сейчас начинается у нас. Что у нас начинается? Карим, что ли, да? Или с какой-то игры? Я уже не знаю. Я не особо шарю. По замкам вашим. Или откуда вы это? Давай. Выше. Еще выше. Ага. Да, наверное, баг. Я из-за этого, что я перезапустил игру. Потому что я думал, что баг. Смотрите, как сделаем. Если опять у меня ничего не сохранится, тогда мне придется... Как там можно? Жду тебя на складе. Ага. А универсальный пропуск я дал Мэтью. У начальника склада должен лежать дубликат ключ-карты. Надо проверить его стол. Надо проверить его стол. Ой, кстати, это даже теперь не открывается.
Если у меня игра все-таки опять не сможет загрузиться на сохранение, тогда я думаю, думаю, все-таки мне придется переустановить игру и перепроходить ее с вами. Так, здесь я помню. Дальше вот сюда. Господи. Что ты делаешь? Во. С появлением новых гаджетов многие мнят себя фотографами и снимают себя повсюду, в лифте, в туалетах или еду. Раньше было лучше. Ауч. Ну, ждем тогда. Когда он пройдет мимо. Твою мать. Тихо, 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 тихо. Угу, все, понятно. Угу. Такие уж проблемы у этой игры начались. Сейчас да. Зайду в Steam. Библиотека. Кейс Animatronics 2. Свойства. Вот, управление. Удалить с устройства, удалить. Все, это я пока что его буду перескачивать тогда. Я пока что тогда оставлю менюшку, скоро вернусь. Как она скачается, продолжим с вами. Так пусть пока что скачивается. Так не должно быть в теории. У меня я в первый раз, когда еще попытался попробовать, у меня все сохранилось. То есть я умер один раз, чтобы проверить, работает ли вообще запись. Я один раз умер, у меня все сохранило. А сейчас она у меня даже не сохраняет. Даже попытки на это не было. М, м. То есть там была слева иконка сохранения. То есть игра вроде по сути должна была сохраняться, но она просто не сохранялась. По неизвестной всем причине. Либо вообще, наверное, отменю стрим, потому что я не думаю, что он успеет скачаться нормально. Это Кейс Animatronics 2. Он скачивается. Правда, не знаю, что делать, потому что, ну, закачка ее идет очень медленно. Попытка не попытка, как говорилось, но игра сама не захотела ничего делать. Сама не начала меня не загружать, ничего, просто послала меня куда подальше. Такой уж у меня интернет, извините. Из-за этого, ну, потому что я понимаю, что она не скачается уже за сегодня.
Ну да, попытка была хорошая. Из-за этого, ну, я думаю, если так вот уже не получилось, то можно как-то да, хотя бы что-то. Тогда у меня есть идея заменить хотя бы, вот у меня есть сейчас в загрузках игра под названием The Stanley Parable. Сейчас включу полный экран. Вот. Вот можно в эту игру сыграть. То есть тут эта игра на выбор. То есть у тебя есть голос, который говорит, что тебе надо делать, как я понял. И можно либо выполнять по его действиям, либо нет. Вот что я только помню. Из этого давайте тогда сыграем. Да, наверное, я оставлю полный экран, чтобы вы видели мои достижения, если что. Когда я буду получать, у меня тут будут достижения появляться, что типа какое-то достижение за такое-то действие. Думаю, так вам будет комфортнее выглядеть. С возвращением обратно. Спасибо. Ищите игру. К сожалению, тут нету русской озвучки, из-за этого придется мне, наверное, либо вам перечитывать, либо оставить субтитры. Так, я пока выпью. Ты 140. Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании в большом здании и был там рабочим 427-м. Задача рабочего 427-го была проста. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал на кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе. Дневник указывает, какие кнопки надо нажимать, как долго их надо нажимать и в каком порядке. Рабочий 427 делал это каждый день, каждого месяца, каждого года. И если для кого-то какая-то работа могла стать угнетающей. Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. И Стэнли был счастлив. Но однажды случилось нечто странное. Нечто, что навсегда изменит Стэнли. Нечто, что он не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час, когда внезапно осознал, что ни единого приказа экрана для него не поступало. Хорошо. Нет, это из субтитров. Конечно. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Хорошо. Тогда будете читать с субтитром. Я буду молчать, как всегда. Хотя нет, я что-то буду говорить. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Конференц дал. Окей, пошел. Сюда. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Понял. Может, какая-то теперь будет открытая? Все же.
Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Я умею читать. Наверное. Но это не важно. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Да, я This пошел. was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Я буду каждую дверь тыкать. Мне это интересно. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Да, это того стоило. Мне нравится смотреть на картину. Вот смотрите. Тут картина, At this а, point, Stanley's море. obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Вот, смотрите, тут море. Или океан, хрен его знает. О, это растение. Stanley sat around кстати, waiting for more красиво. dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. О, привет, Матвей. Рад тебя тут видеть. Снова. Сколько у нас время? Почти 12. 11:30 почти что. О, картина гор. Так вот это не знаю, что это на углу. Мгм, это тоже гора. Гора. Вот это кофемашина. Это кофе. О, это поле. Кстати, и каждая бумажка от друг друга отличается. Можете почитать, они вообще очень сильно отличаются. Я читаю, они вообще отличаются. Это прикольно. Потому что я знаю, некоторые аж не хотят вот это все печатать, и они просто составляют одну и ту же бумажку. И думают, что все. Там они закончили. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Слева это тут, наверное, да? Нет, там все разные, вот в чем прикол. И я бы не читал, они все разные. Начало у них разное. Пойти налево. Я пойду налево. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ключ карты. А куда мне? Обратно? О, господи. А, сюда, может? Look, What? Stanley, Okay. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time.
There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Не, вообще-то был кейс Animatronics, но все-таки не получилось, потому что потому что не было сохранений. Они были, ну то есть, я умирал на сохранении, я должен был умереть и сохраниться, но сохранения не происходили. Из-за этого пришлось ее удалить и переустанавливать. Вот сейчас я ее переустанавливаю, но она будет очень долго скачиваться, к сожалению. Вот из-за этого вот так вот все произошло. Из-за этого придется потом мне изменить название тут. Все-таки потому что, ну... Кто ж ожидал, что такое может произойти? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. А я не доверяю, не возьму. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Sorry, but you're in my story now. А, все, меня закрыли, да? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work.
One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time.
and I tried again, and Stanley pushed a button. А, And I пожалуйста, tried умрите. again, and Stanley pushed a button. And I tried. Стэнли нажал кнопку, Стэнли нажал кнопку, Стэнли нажал кнопку. Все? Это концовка, да, была? All of his co-workers were gone. Я что-то не What понял. could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was Не, not the correct way to тоже the meeting хорошая room, жизнь, and в Stanley knew принципе. it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to Тут admire смотря it. для кого как. У кого Wow. лучше, у кого... Yes, Кому this нравится так room. жить, а кому But нет. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Я это могу что-то изменить? Вот тут. Stanley was so bad at following directions. Стэнли it's так плохо incredible следовал it wasn't указаниям, 5 даже years сразу, ago. что его уволили еще 5 лет назад. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Понял. Да, он скачивается, потому что интернет у меня отличный. Да, качается, но он очень медленно качается из-за моего отличного интернета. Плюс еще я под VPN сижу, чтобы работало у меня Now все. listen carefully, this is important. Stanley walked through the red Из-за этого door. он медленно скачивается. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked Ты, through возможно, не the понял. red Стэнли door. зашел в красную дверь. Это красная. Я уверен в этом. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. У меня выбора нету, да? Красная. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Да, конечно, мне интересно. You see? There's nothing here. I haven't Видишь, even тут finished ничего нету. building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for Да, nothing. Stanley Because не this is what разрешает. you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Есть третий вариант, а я пойду по второму. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Конечно, мне понравилось. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try.
Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I Конечно. nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Конечно, не против. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and Какой он tedium of плоский. endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only Господи. becomes clear once Ужас. you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Господи, мне страшно, когда нажимаю эту кнопку. Давай, давай. You heartless bastard. Did you do it because you hate Да, я такой. babies or Я purely еще to та spite бессердечная me? тварь. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience. for you. Тебе назло, I'm конечно. not even going to А кому try. еще? I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Загрузка пошла. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing Это to do Майнкрафт! with. But is it enough? Майнкрафт! Stanley, will it ever be Имба. enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now Всё. on, I will only create Я to тут останусь fulfill a жить. greater artistic Майнкрафт — это моя жизнь, purpose. сука. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Я буду строить дом. О, This will go here, no, here, and then. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I а made почему, Stanley. когда он поставил дверь, Look at у it. нее было Gaze только upon my лестница? work of art and feel ладно. ashamed at your own inadequacy. Не умею But you've приставать к only ним. seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Да, мы идем добывать алмазы. Ура! Oh Юху! my, it Уху! looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Да блин, почему? Майнкрафт тоже была хорошая вещь. Сразу вы меня отсюда выгоняете, черти. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. О, портал. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Oh, it's a puzzle.
critical thinking, Stanley. Your forte. Genius. Все, она идет со мной. No, actually, you know what? I think that's plenty. Нет, I really знаешь don't что? care much to Хватит see you тебя. stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you. А где музыка? Не выключили мою сюда музыку. Все, у меня отобрали вообще музыку. Ага, да. «423». У меня уже вроде бы 427, да? Где какая-то? 425. О, 427, это моя комната. Понял, это не моя комната. I Еще wonder один what he экран. found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all... all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. А, все? Это концовка? Чё, не ждал. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну что, значит, теперь будем слушаться его, наоборот. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. А тут Feeling никого a не было. wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ящик какой-нибудь смогу открыть. Не знаю. Надеюсь, всегда умирает последний. О! О! Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make. Тут No ничего не path было, to никакого follow, выбора, just никакого an пути. empty Просто broom пустой closet. чулан. No reason Никакой to нужды в stay нем here. находиться. А мне нравится. Вот, смотрите, это... It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there. Красивая doing швабра. FA. С лучшей 3D графикой. Are you
Are you really still in the broom closet? Standing around Мне doing нравится. nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley Удачи, walked Матвей, тогда. past the broom closet, Извините, у меня admission was a у меня reason for снова exploring it to find out. It didn't even occur to me, опять because не видел literally, this closet is of комментарии этих. absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Все, наверное, иду. Я устал ждать. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ага, куда мне идти? Да. Наверное, сюда вот. Желтая подписка. Приватная комната. О, мне сюда. Бедрум это мне. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Stanley simply began entering random codes into the keypad. 2845. Ну, 4, 2, 3. Попробуем. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. О, теперь работает. О, в эту черную комнату. Нет, прохода нету. Ну ладно. Загрузка. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ага. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ну хорошо, пошлите. Так и не помню немного, что за телевизора. О, включить. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Fired. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.
Вот тот человек был файред. Видите, какая-то красная комната. А, кстати, это повторяющаяся картина. Видите, там был файред. А, вот файред. Ну, вроде же уволен был. Файред, ты ж уволен. А. Я и не заметил. И... This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life Ну, по факту я utterly под контролем. blind to the world? Под контролем говорящего, потому что я делаю то, что он говорит мне. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Да, Слобода, Stanley я рад, decided что that this пришел. machinery would never просто, again к exert its сожалению, terrible power over another комментарии я не human видел life. некоторое время. For he would dismantle the controls once and for all. Ага, вроде нормально нажимаю. Они там. Да, привет. Третья, а здесь четвертая. Вот пятая. Только четвертая не нашел кнопку. А, вот четвертая. Это, конечно, зачем я на них нажимал? Ну ладно. Вот, четвертая и пятая, все. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Системная энергия. Включить либо выключить. Я выключу. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him.
For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. А, все, это еще одна концовка. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Стэнли вышел в открытую дверь. Ну, ладно, потому что некуда мне больше идти. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. It's the table. Пройдите the Stanley Parable. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Давайте теперь наоборот включим энергию. Я тогда выключу, сейчас включу. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Спасибо. Успокаивающий New HD. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the О, всё, я могу open идти. passageway. Ладно, я не провалился туда. Допустим, я не собирался туда проваливаться. Загрузка. Я низкий стал? А, нет. Он так Stanley walked спустился по straight ahead лестнице. through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ага, все, полетели наверх No. тогда. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in Ее жизнь someone под else's чьим-то контролем? control? Никогда. Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad
or Так, content. давайте сейчас Walking, сюда нам eating, идти и working, включаем all of it энергию. monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself? Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated Серьезно? without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything, take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Синяя десятка, синяя десятка, синяя десятка. This is not a challenge. It's a Синий домик. You wanted to control this world. Синий домик. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Ага, и все. Конец.
all of his co- Так, уже 19:02. То есть уже 8 часов. Сколько мы там уже? 1,5 часа тут. Кстати, я думаю, наверное, заканчивать тогда уже. 1,5 часа, наверное, достаточно. Я говорю, что не буду больше 2 часов это делать. Из-за этого давайте тогда. До будущих встреч и всего хорошего. Давайте тогда вам удачи, всего хорошего. Хорошо провести вечер. И сладких снов. Давайте. Удачи всем. Remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. I feel warm behind you, take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again.